Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Мы искренне благодарны каждому из вас за подписки, лайки и комментарии. И это невероятно ценно для нас. Именно благодаря вам мы продолжаем расти, развиваться и создавать новый контент. Приятного просмотра! Степан Аркадьевич Гордеев Был из той редкой породы людей, которых на севере называют «железными дедами». Его лицо, изрезанное глубокими морщинами, напоминало карту труднопроходимой местности, где каждый шрам – это непройденный вовремя поворот или память о раскаленном металле. В свои 65 он выглядел как скала, обветренная всеми ветрами мира. Пассажиры случайных попуток и молодые шоферы видели в нем лишь угрюмого старика, который подолгу греет мотор и дотошно проверяет каждый болт на сцепке. Но те, кто знал его биографию, говорили о нем с придыханием. В 84-м Гордеев, тогда еще молодой капитан автомобильных войск, водил колонны с гуманитарной помощью по дороге смерти в засушливой Эфиопии. Там, под палящим солнцем, где из-за каждого бархана мог ударить гранатомет, а тормозная жидкость закипала в трубках, он научился главному. Машина – это не просто груда железа, это единственный шанс вернуться домой. Те, кто решил перегородить ему путь в ту ледяную январскую полночь на перевале «Чертов хребет», видели перед собой обычный старый тягач, плетущийся в хвосте колонны. Они думали, что возраст – это слабость, а тяжелый прицеп – это обуза. Это была их последняя и самая роковая ошибка, ведь они не знали, что в кабине сидит человек, который умеет превращать инерцию многотонной махины в смертоносное оружие. Чтобы понять, как старый инструктор по экстремальному вождению решился пойти против всех правил и превратить свой тягач в инструмент возмездия, нам нужно вернуться в самое начало этой истории. Перед этим прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу. Приятного просмотра! Степан родился в 40-х в Оренбургской степи, где горизонт всегда дрожал от марева, а ветер пах пылью и бензином. Его отец был фронтовым шофером, и Степан начал крутить баранку полуторки раньше, чем пошел в 1 класс. Для него звук работающего поршня был слаще любой музыки, а запах солярки роднее аромата свежего хлеба. В армии его талант заметили сразу. Гордеев чувствовал центр тяжести машины так, будто он находился у него в позвоночнике. Он мог загнать трехосный грузовик в такой створ, где, казалось, не пройдет и мотоцикл. После учебки в Туркестане его отправили в спецгруппу, которая занималась перегонкой техники в экстремальных условиях. Эфиопская кампания стала для него настоящим крещением. Там, в условиях высокогорья и партизанской войны, Степан выработал свой уникальный стиль. Он не боролся с машиной, он использовал ее массу как союзника. Однажды, когда его колонну прижали к обрыву, он на полном ходу пустил свой грузовик в контролируемый занос, буквально сметя хвостом прицепа 2 машины нападавших в пропасть. Тот маневр спас 50 жизней, а Гордеев получил 1-й орден и седину, которая с тех пор только густела. Вернувшись в Союз, он не захотел штабной работы. Городская суета казалась ему пустой и бессмысленной. Степан уехал на север. В те годы там строили газопроводы, и стране нужны были люди, способные водить тягачи по зимникам, временным дорогам изо льда и укатанного снега, где одна ошибка означала мгновенную смерть от холода. 30 лет он бороздил эти белые пустыни. Его тягач, старый, но модернизированный до неузнаваемости Volvo F12, был предметом шуток и восхищения. Степан сам перебрал двигатель, усилил раму дополнительными стальными лонжеронами и установил систему раздельного торможения на каждую ось прицепа. Редкая штука для тех лет, сделанная на коленке в гараже. «Аркадьевич, ты на этой телеге на войну собрался?» – смеялись коллеги. Гордеев лишь молча поправлял свою засаленную кепку. Он знал, что на зимнике, где до ближайшего жилья 300 километров, а связь ловит только у Бога, твоя машина – это твоя крепость. К январю 2014 года Степан подумывал о том, чтобы этот рейс стал последним. Суставы ныли к перемене погоды.
а глаза стали быстрее уставать от бесконечного белого безмолвия. Он мечтал о небольшом домике под Тюменью и тихой рыбалке. Но дорога, как старая любовница, не хотела его отпускать. Заказ был срочный. На дальнюю буровую нужно было доставить уникальное оборудование – тяжелый роторный блок весом под 30 тонн. Груз сверхценный, страховка космическая. Гордеев шел в колонне из 5 машин. Он намеренно выбрал место в хвосте. Молодые водители на новых сканиях ушли вперед, подгоняемые графиком и азартом, а Степан вел свою старушку размеренно, прислушиваясь к каждому шороху в коробке передач. Температура за бортом упала до минус 48. Воздух стал густым, как кисель, а свет фар едва пробивал морозную дымку. Перевал Чертов хребет – это самое гиблое место на трассе. Узкий серпантин, зажатый между отвесной скалой и ледяным обрывом, уходящим в черноту на сотни метров. Именно там, на самой верхней точке, где дорога делает резкий крюк, колонну ждали. Гордеев увидел в рации вспышки сигнальных огней впереди. Первые 3 фуры встали как вкопанные. Из темноты вынырнули 2 тяжелых внедорожника без номеров с мощными светодиодными люстрами, которые ослепляли водителей. Это не были мелкие дорожные воришки. Это были профессиональные грабители зимников. Волки, которые точно знали, кто и что везет. Они действовали нагло, понимая, что в радиусе 100 километров нет ни одного патруля, а спутниковые телефоны в такую погоду часто дают сбои. Степан остановился в 50 метрах от затора. Он видел в зеркала, как сзади, отрезая путь к отступлению, притерся 3-й джип. Ловушка захлопнулась. Из передних машин вышли люди в камуфляже и масках. В руках у них были не только биты, но и короткие карабины. Они начали обходить колонну, методично выбивая стекла и требуя у водителей деньги и ценности. Когда очередь дошла до кабины Гордеева, главарь банды, высокий мужчина с холодными как лед глазами, постучал стволом по стеклу. Степан приоткрыл дверь. В кабину ворвался обжигающий холод и запах дешевого курева. «Слышь, дед, не дергайся», – прохрипел бандит. «Отдавай нал, телефон и документы на груз. Если будешь умным, доживешь до рассвета. Если нет, найдут тебя весной, когда снег сойдет». Гордеев посмотрел на бандита. В его взгляде не было страха. Было лишь глубокое, вековое спокойствие человека, который видел смерть в лицо столько раз, что она стала для него привычной деталью пейзажа. Он вспомнил Эфиопию, пыльные дороги Харара и тот самый занос, который спас его колонну. Внутри него, под старой фуфайкой, проснулось то, что он считал давно похороненным. Холодная, расчетливая ярость воина. «У меня в прицепе 30 тонн железа, сынок», – тихо сказал Степан. «Оно не любит, когда ему преграждают путь». Бандит рассмеялся, обнажив гнилые зубы, и приставил карабин к плечу старика. «Железо твое теперь наше. Выметайся из кабины». Степан медленно потянулся к рычагу переключения передач. Он знал свой тягач как свои 5 пальцев. Он знал, что на этом уклоне, на чистом льду, его «Вольво» – это не просто машина, это снаряд. И он был готов спустить курок. Бандиты думали, что они хозяева положения, но они забыли один важный закон Севера. На зимнике главный не тот, у кого пушка, а тот, кто лучше знает цену инерции и веса. Гордеев не собирался сдаваться. Он собирался сделать то, чему его учили 40 лет назад – превратить свою слабость в свою самую страшную силу. Но о том, как старый тягач начал свой смертельный танец на краю пропасти, мы узнаем в следующей части. Сначала напомню вам, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, какой город вы представляете. Нам очень важна ваша поддержка. Приятного продолжения. Главарь банды, которого в узких кругах называли хребтом за его привычку ломать людей через колено, не привык к отказам. Он видел перед собой лишь изможденного старика, чьи пальцы, казалось, едва могли удержать кружку чая, не то что руль многотонного грузовика. Хребет самодовольно усмехнулся, поудобнее перехватывая карабин. Для него это было легкое сафари. Запугать работяг, забрать наличные и уйти в ночь, оставив людей замерзать. Он не заметил, как глаза Степана Аркадьевича сузились,
превратившись в две ледяные щели, в которых отражалось не смирение, а холодный расчет профессионала. Гордеев знал этот тип людей. Он видел их в пустынях Африки, видел их в 90-е на разбитых дорогах Поволжья. Они сильны лишь до тех пор, пока жертва играет по их правилам. Но Степан Аркадьевич давно жил по своим законам, прописанным кровью на асфальте и льду. «Ты не понял, отец». Хребет сплюнул на подножку Вольво, и это стало последней каплей. «Это не просьба. Выходи, или я вышибу тебе мозги прямо здесь, и мне плевать, кто будет тащить эту железку дальше». Степан Аркадьевич ничего не ответил. Его левая рука, скрытая от глаз бандита тенью кабины, медленно легла на самодельный рычаг, расположенный чуть ниже приборной панели. Это была та самая секретка, о которой подшучивали в гараже. Ручной клапан управления тормозами прицепа, так называемый парашют, доработанный Гордеевым до ювелирной точности. В обычных машинах он служит для предотвращения складывания фуры, но Степан переделал его так, чтобы иметь возможность блокировать оси прицепа по отдельности. Для мастера его уровня это был не просто тормоз, это был смычок, способный заставить 15-метровый прицеп играть любую мелодию на ледяном паркете зимника. В ту же секунду Гордеев резко нажал на педаль газа. Старый дизель, прогретый и готовый к бою, отозвался утробным, яростным ревом. Это не был кашель старой техники, это был крик пробудившегося вулкана. Турбина взвизгнула, нагнетая воздух в цилиндры, и 40 тонн стали рванули с места. Хребет, не ожидавший такой прыти, не удержался на обледенелой подножке. Его швырнуло назад. Карабин выстрелил в воздух, а сам он мешком повалился в глубокий снег, едва не угодив под огромные колеса заднего моста тягача. В рации Степана Аркадьевича послышались панические крики молодых водителей из головных машин. Они видели, как старая колымага Гордеева внезапно ожила и пошла в атаку. Но Степан не слушал эфир. Он выключил основной свет, оставив только тусклые габариты. В кабине воцарился полумрак, освещаемый лишь мерцанием приборов. На перевале чертов хребет началась игра, в которой правила диктовали не пули, а законы Ньютона. Передний внедорожник бандитов, тяжелый бронированный крузер, попытался преградить путь. Водитель джипа, профессионал своего черного дела, резко вывернул руль, рассчитывая, что тягач ударит его в борт, и тогда масса фуры просто остановится. Но он не учел одного. Гордеев не собирался идти на таран лоб в лоб. Степан дождался момента, когда дистанция сократилась до критических 10 метров. Его руки работали молниеносно. Резкий рывок руля влево, одновременный удар по парашюту и филигранная работа газом. Старый Вольво качнуло. Прицеп, нагруженный 30-тонным роторным блоком, под действием инерции начал уходить вправо. Это был классический занос, который для любого другого водителя означал бы верную смерть и падение в пропасть. Но Степан Аркадьевич чувствовал каждый сантиметр движения. Он буквально кончиками пальцев ощущал, как тяжелый хвост машины начинает описывать смертоносную дугу. Прицеп превратился в гигантский стальной хлыст. Удар был страшной силы. Задняя часть платформы, усиленная стальными швеллерами, наотмашь хлестнула по внедорожнику. Японский металл смялся, как консервная банка. Крузер буквально выкинуло с дороги. Он пробил снежный бруствер и, несколько раз перевернувшись, исчез в темноте обрыва. Грохот удара эхом разнесся по ущелью, заглушая свист ветра. В салоне джипа даже не успели понять, что произошло. Физика сработала быстрее, чем человеческий страх. Степан Аркадьевич даже не посмотрел в зеркало. Он уже выравнивал машину, возвращая тягач на траекторию. Его сердце билось ровно. В эти минуты он снова был в Эфиопии, где от каждого поворота руля зависела жизнь колонны. Он чувствовал, как старые осколки в плече отзываются тянущей болью, но это лишь помогало сосредоточиться. Он знал, что впереди еще 2 джипа, и они теперь будут действовать гораздо жестче. Бандиты, увидев гибель своих товарищей, пришли в ярость. Второй внедорожник, стоявший у первой фуры, сорвался с места. Из окон высунулись стволы автоматов. Вспышки выстрелов расцветили морозную тьму. Пули забарабанили по кабине Вольво, выбивая искры из толстого металла.
Степан Аркадьевич пригнулся, не отпуская руль. Одно из попаданий разбило лобовое стекло с пассажирской стороны, и ледяной воздух ворвался внутрь, перемешиваясь с запахом пороха и сжженной резины. «Думаете, взяли за горло?» – прохрипел Степан, переключаясь на пониженную передачу. «Посмотрим, как вы справитесь с 30 тоннами на спуске». Зимник на чертовом хребте имел одну коварную особенность. Сразу за высшей точкой начинался затяжной петляющий спуск с уклоном в 12 градусов. В условиях гололеда это было место, где даже пустые машины ползли со скоростью черепахи. Гордеев же, напротив, начал набирать ход. Он понимал, его единственное преимущество – это кинетическая энергия его груза. Если он остановится, его расстреляют. Если он будет медлить, его прижмут к скале. Единственный путь – только вперед, сквозь лед и пули. Второй джип бандитов попытался зайти с левого борта. Они хотели прострелить переднее колесо тягача, что на такой дороге означало мгновенный переворот. Степан Аркадьевич видел в зеркало, как стрелок на заднем сиденье внедорожника прицеливается, стараясь поймать в мушку массивный скат. В этот момент Гордеев применил прием, который в учебниках называют синусоидой смерти. Он начал раскачивать тягач по всей ширине узкой дороги, не давая преследователям возможности прицелиться. Огромная машина виляла на льду, вздымая тучи снежной пыли, которая затягивала все вокруг белым непроницаемым саваном. В этой снежной круговерти бандиты потеряли ориентацию. Водитель джипа, ослепленный поднятой снежной пылью и блеском собственных фар, отражавшихся от белой стены, совершил ошибку. Он слишком близко прижался к борту прицепа. Степан ждал этого. Он резко ударил по тормозам тягача, при этом полностью отпустив тормоза прицепа. Тяжелая платформа с роторным блоком, не сдерживаемая более ничем, по инерции рванула вперед, пытаясь обгнать кабину. Это был контролируемый нож, самый опасный маневр в арсенале дальнобойщика. Прицеп вынесло боком, и он, как гигантский пресс, прижал внедорожник к отвесной скале. Скрежет раздираемого металла был слышен даже сквозь рев мотора. Джип буквально втерло в гранитную породу. Искры летели снопами, освещая на мгновение искаженные ужасом лица внутри машины. Степан Аркадьевич чувствовал, как рама его «Вольво» стонет от чудовищного напряжения, как лопаются болты крепления, но он не отпускал газ. Он должен был дожать. Через секунду все закончилось. Внедорожник превратился в груду искореженного железа, застрявшую между скалой и сугробом. Степан Аркадьевич снова выровнял машину. Его ладони были мокрыми от пота, несмотря на мороз в кабине. Он прошел уже 2 преграды, но знал, что остался самый опасный враг – хребет и его 3-й джип, который уже разворачивался внизу на выходе из серпантина, готовясь встретить железного деда в лоб. В рации прорезался голос хребта. Он больше не смеялся. В его голосе была животная, первобытная ненависть человека, который потерял своих людей и свою добычу. «Ты труп, старик!» – орал он в эфир. «Я лично вырежу твое сердце этим ножом. Ты не доедешь до моста». Степан Аркадьевич спокойно взял тангенту рации. «Дорога, она длинная, сынок», – ответил он, и его голос был удивительно мягким. «На ней места всем хватит, кому в кабине, а кому под кюветом. Жди, я иду». Тягач Гордеева летел вниз по серпантину. Тормозные колодки уже начали дымиться, наполняя воздух едким запахом гари. Степан знал, что его тормоза на пределе. Еще пара таких маневров, и он останется 1 на 1 с 40 тоннами неуправляемого веса на ледяном склоне. Но впереди был мост через замерзшую реку. Узкая стальная нитка, где решится все. Хребет уже выставил там свой последний джип поперек проезда, превратив мост в баррикаду. Бандит стоял рядом с машиной, держа в руках карабин. Его силуэт в свете фар казался черным демоном на фоне белого безмолвия. Гордеев проверил давление в пневмосистеме. Стрелки дрожали у красной зоны. Он понимал, что этот последний рывок может стать финальным аккордом не только в его карьере, но и в жизни. В голове мелькнула мысль о тихой рыбалке в Тюмени, о которой он мечтал всего несколько часов назад. Теперь эти мысли казались далекими, как звезды над чертовым хребтом. Сейчас была только дорога
лед и враг, стоящий на пути. Он переключился на самую высокую передачу, которую только позволяла скорость. Тягач начал разгоняться, превращаясь в неудержимую лавину. Степан Аркадьевич Гордеев, старый инструктор и ветеран забытых войн, шел в свою последнюю атаку. Он не просто вел машину, он вел бой с самой судьбой. И в этом бою он не собирался отступать ни на дюйм. Его «Вольво», избитая пулями, с разбитым стеклом и стонущим мотором, неслась навстречу своей цели, оставляя за собой лишь облако снежной пыли и запах победы, которая была уже совсем близко. Но какой ценой она достанется старому дальнобойщику, не знал еще никто. Темнота зимника скрывала финал этой драмы, оставляя лишь надежду на то, что железная воля окажется крепче ледяного расчета бандитов. Спуск продолжался, и впереди в свете фар уже отчетливо виднелись стальные фермы моста, места, где инерция должна была сказать свое последнее слово. Грозный рев мотора заглушал все остальные звуки, возвещая о том, что последний рейс Степана Аркадьевича еще далеко не закончен. Мост через реку Вилюй в свете фар казался тонкой обледенелой нитью, натянутой над бездной. Это было старое сооружение, построенное еще в советские годы, с узким проездом и высокими стальными фермами, которые сейчас, в инее и тумане, напоминали ребра гигантского доисторического зверя. Хребет выставил свой последний джип, тяжелый бронированный внедорожник, ровно посередине моста, перекрыв единственный путь. Он понимал, объехать его невозможно. Либо остановка, либо лобовой удар, который на такой узкой площадке неминуемо сбросит обе машины в ледяную пустоту. Бандит стоял у капота, широко расставив ноги, и его силуэт, подсвеченный сзади габаритами джипа, дрожал в морозном мареве. Он поднял карабин, целясь прямо в лобовое стекло летящего на него тягача. Его палец уже начал выбирать ход спускового крючка. Хребет не просто хотел остановить Степана. Он хотел увидеть страх в глазах старика перед тем, как пуля разнесет ему голову. Степан Аркадьевич Гордеев видел все это так, будто время замедлилось, превратившись в густой прозрачный гель. Он видел ствол оружия, видел решимость врага и понимал, что у него есть всего один шанс. В голове всплыла схема с полигона в Туркестане. Если препятствие неподвижно и превосходит тебя в маневренности, преврати свою инерцию в плоскостной удар. Гордеев знал, что роторный блок в его прицепе – это 30 тонн концентрированной смерти. Если он ударит прямо, рама тягача может не выдержать, и он сам станет заложником собственной массы. Ему нужно было не врезаться, ему нужно было смести препятствие. Тягач шел на скорости под 80 км в час. Для обледенелого моста это была безумная, самоубийственная скорость. Степан Аркадьевич крепче сжал руль, чувствуя, как его старые суставы протестуют против запредельного напряжения. Он выжидал. Секунда, вторая, третья. Когда до джипа оставалось не более 30 метров, Гордеев сделал то, что не решился бы повторить ни один каскадер в мире. Он резко, коротким и выверенным движением дернул руль вправо, в сторону стальной фермы моста, и тут же через долю секунды нажал на рычаг раздельного торможения прицепа, заблокировав только заднюю тележку. Перед тем, как мы продолжим эту захватывающую историю, прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу и мотивирует нас рассказывать о настоящих героях дорог. Приятного просмотра. Этот маневр назывался «обратный хлыст». Передняя часть тягача на мгновение вильнула к самому краю, едва не чиркнув по стальному ограждению. Но именно это движение задало прицепу нужный вектор. Тяжелая платформа с 30-тонным грузом начала описывать дугу, выходя на обгон собственной кабины. Это было похоже на движение гигантской стальной косы. Хребет успел выстрелить. Пуля прошла в сантиметрах от головы Степана, разбив зеркало заднего вида и обдав его градом мелких осколков. Но второй выстрел бандит сделать не успел. Прицеп, набравший чудовищную кинетическую энергию, наотмашь ударил по джипу. Удар был не фронтальным, а боковым, скользящим, но сокрушительным.
40 тонн стали против 3 тонн японского внедорожника. Законы физики не знают жалости и не принимают взяток. Джип Хребта буквально стерло с моста. Его не просто отбросило, его смяло, перекрутило и вышвырнуло за пределы ограждения, как пустую консервную банку. Степан видел в боковое окно, как черная тень внедорожника уходит вниз, в безмолвную тьму замерзшей реки. Хребет, стоявший рядом, исчез вместе со своей машиной, не успев даже издать крик. Но победа едва не стала для Гордеева фатальной. Мощнейший удар прицепа о препятствие вызвал ответную реакцию. Тягач начало складывать. Кабина Volvo пошла в занос, и ее начало разворачивать поперек моста. Впереди были стальные опоры, столкновение с которыми означал бы мгновенный разрыв рамы. Степан Аркадьевич действовал на инстинктах, выработанных годами войн и зимников. Он не нажал на тормоз. Это было бы концом. Напротив, он вдавил педаль газа в пол, заставляя ведущие колеса тягача вгрызаться в лед, пытаясь вытянуть прицеп из смертельного пике. Двигатель взвыл, выбрасывая в морозное небо столбы черного дыма. Колеса бешено вращались, высекая искры из открытого металла моста там, где лед был сбит ударом. Несколько секунд тягач балансировал на грани жизни и смерти. Передний бампер замер в 10 сантиметрах от массивной стальной балки. Степан чувствовал, как вся машина дрожит в лихорадке, как металл стонет под его руками. И вот когда казалось, что инерция все же победит, Volvo послушно выровнялась. Тягач, припадая на одну сторону из-за лопнувшего листа рессоры, медленно, но верно завершил переправу. Гордеев выехал на ту сторону моста и остановился. Он не заглушил мотор. На таком морозе это могло стать роковой ошибкой. Он просто сидел, глядя перед собой на пустую заснеженную дорогу, которая уходила вдаль, в глубину тайги. В кабине пахло жженной резиной, соляркой и озоном от короткого замыкания в разбитой фаре. Руки Степана Аркадьевича наконец задрожали. Это был не страх, это был откат после запредельного выброса адреналина. Он медленно достал из кармана мятую пачку сигарет, выудил одну и попытался зажечь. Зажигалка сработала только с 5-го раза. Он вышел из кабины. Холод мгновенно обжег лицо, отрезвляя и возвращая в реальность. Степан подошел к краю дороги и посмотрел вниз на реку. Там внизу, на белом снегу ледяного панциря, чернело уродливое пятно, то, что осталось от джипа Хребта. Огня не было, только тишина и мороз. Гордеев сплюнул вниз и вернулся к своей машине. Он обошел тягач кругом. Зрелище было печальное. Борт прицепа был изорван. Одна сторона тягача напоминала измятый лист фольги. Стекла выбиты, фары разбиты. Но главное, роторный блок, это тяжелое сердце будущей буровой, был на месте. Крепежные цепи выдержали, хотя и были натянуты как струны. В рации снова ожил эфир. Голоса молодых водителей из головных машин дрожали от волнения и страха. Они видели финал этой дуэли в свои зеркала и теперь не знали, как реагировать. «Аркадьевич, ты живой?» – раздался голос молодого парня по кличке Саня, который шел первым. Мы видели, что ты сделал. Это же невозможно было!» Степан Аркадьевич взял тангенту. Голос его был сухим и хриплым, как старый наждак. «Живой, Саня. Собирайте своих. Надо двигаться. До базы еще 40 километров, а у нас график. И посмотрите, что там с парнями в других машинах. Бандитов больше нет. Дорога чистая». «Аркадьевич, да как ты? Ты их просто растерзал. Мы думали, тебе конец!» Продолжал Саня, захлебываясь эмоциями. «Меньше болтай, больше на дорогу смотри», — отрезал Степан. «Инерция, Саня, это такая штука, она не любит, когда с ней спорит. Собираемся. Через 5 минут трогаемся». Гордеев вернулся в кабину. Он нашел в бардачке старую тряпку и заткнул ею разбитую часть окна, чтобы хоть немного уменьшить приток ледяного воздуха. Ему было холодно, но это был хороший холод. Холод человека, который выполнил свой долг. Он вспомнил Эфиопию. Тогда, после боя в горах, командир сказал ему: «Степан, ты не водитель.
Ты скульптор. Ты лепишь из металла и скорости победу. Тогда он не понял, о чем речь. Сейчас, глядя на разбитый мост позади, он осознал это в полной мере. Он не считал себя героем, он просто был человеком на своем месте. Человеком, которого решили прижать к стене, забыв о том, что у него за спиной 40 лет опыта и 30 тонн железа. Степан Аркадьевич включил оставшуюся целой фару. Ее одинокий луч разрезал темноту, указывая путь остальным. Колонна начала медленно собираться. Водители выходили из кабин, подходили к Вольво Гордеева, молча кивали ему и возвращались на свои места. В этом молчании было больше уважения, чем в любом ордене. Они двинулись дальше. Тягач Степана шел тяжело, издавая при каждом повороте стон измученного металла. Но он шел. Ритмичный стук дизеля успокаивал, возвращая привычный рабочий ритм. Гордеев знал, что впереди еще 40 километров самого сложного участка Зимника – Змеиные петли, где дорога вьется среди густого леса. Но после того, что произошло на мосту, он чувствовал, что дорога приняла его. Она больше не была врагом, она стала его союзником. Степан Аркадьевич смотрел на приборы. Давление масла в норме, температура в норме. Старый Вольво держался из последних сил, словно понимая, что это его последний и самый важный рейс. Гордеев погладил рукой рулевое колесо, как гладит верного пса. «Потерпи еще немного, старик. Совсем чуть-чуть осталось». Он не знал, что ждет его на базе, не знал, как он будет объяснять повреждения машины. Ему было все равно. Он довез людей, довез груз и не согнулся перед теми, кто считал себя выше закона. В эту ночь на Зимнике родилась новая легенда. Легенда о железном деде, который смог превратить обычный тягач в танк правосудия. Но сам Степан об этом не думал. Он просто вел машину, вглядываясь в темноту, где за очередным поворотом уже начинал брезжить первый, едва заметный рассвет. Но рассвет этот принесет не только свет, но и новые испытания. Ведь система, которую он защитил, не всегда умеет быть благодарной. Но об этом в следующей части. Будьте с нами, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк. История Степана Аркадьевича еще не закончена. Последние 40 километров до буровой базы «Северный луч» стали для Степана Аркадьевича бесконечным марафоном на выживание. Дорога, петляющая среди густого, заваленного снегом ельника, казалась бесконечной змеей, которая пыталась стряхнуть себя израненный тягач. Вольво Гордеева шла, тяжело дыша и припадая на левый борт, где лопнувшая рессора при каждом толчке отдавалась скрежетом металла о раму. Разбитая фара заливала снег неровным дрожащим светом, выхватывая из темноты обледенелые стволы деревьев, которые проносились мимо, как немые свидетели ночного побоища. В кабине было невыносимо холодно. Тряпка, которой Степан заткнул разбитое окно, не спасала от ледяного ветра, врывавшегося внутрь на скорости. Его пальцы, казалось, навсегда прикипели к рулевому колесу, а лицо покрылось тонкой коркой иния от собственного дыхания. Но Гордеев не чувствовал боли. Он был в том состоянии боевого транса, которое помнил еще по Эфиопии, когда твое тело перестает принадлежать тебе, становясь частью механизма, выполняющего одну единственную задачу – дойти. Колонна шла следом за ним в полном молчании. Молодые водители, еще несколько часов назад считавшие Аркадьевича списанным в тираж дедом, теперь держали дистанцию с каким-то религиозным почтением. В рации больше не было шуток и пустой болтовни. Лишь изредка слышались короткие деловые доклады о прохождении сложных участков. Они видели то, что не укладывалось в голове, как старый грузовик, ведомый седым человеком, в одиночку стер с лица земли банду, державшую в страхе весь регион. Это было не просто вождение, это был акт высшей справедливости, совершенный на пределе человеческих и технических возможностей. Саня, шедший вторым, несколько раз пытался вызвать Степана, чтобы предложить смениться, но Аркадьевич лишь коротко бросал: «Иди в колее, не отставай». Он знал, что если он сейчас выпустит руль, он больше не сможет его взять. Усталость, копившаяся десятилетиями, была готова обрушиться на него, как только он даст слабину. База «Северный луч» встретила их огнями мощных прожекторов и суетой дежурной смены.
Здесь еще не знали о случившемся на чертовом хребте. Начальник участка, молодой амбициозный инженер в новенькой дорогой спецовке, недовольно посматривал на часы. График был сорван на 3 часа, и он уже готовил гневную тираду о безответственности перевозчиков. Но когда первая машина, истерзанная и сбитая пулями Вольво Гордеева, медленно подкатила к разгрузочному терминалу, слова застряли у него в горле. Тягач выглядел так, будто он прошел через мясорубку. Сорванные зеркала, изрешеченная кабина, покореженный бампер и густой пар, бьющий из-под капота. Степан Аркадьевич остановил машину, выжал сцепление и на мгновение замер. Дизель, честно выполнивший свою работу, в последний раз чихнул и заглох. В наступившей тишине было слышно только, как остывающий металл издает резкие щелкающие звуки. Гордеев не сразу открыл дверь. Ему потребовалось несколько минут, чтобы просто заставить свои пальцы разжаться. Когда он наконец вышел из кабины, пошатываясь от резкого прилива крови к затекшим ногам, к нему подбежали люди. «Аркадьевич, что случилось? Авария? Нападение?» — кричал начальник участка, бегая вокруг машины и хватаясь за голову при виде повреждений. Степан молча подошел к задней части прицепа. Он проверил крепление роторного блока. Уникальное оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов было в идеальном порядке. Ни одной царапины, ни одного смещения. Он выполнил свою часть сделки до последнего знака. «Груз на месте», — хрипло произнес Гордеев, глядя мимо начальника. «Принимай и дай парням солярки и чаю. Они заслужили». В этот момент к терминалу подкатили остальные машины колонны. Водители выпрыгивали из кабин и, не обращая внимания на начальство, шли к Степану. Они обступили его плотным кольцом. Саня, рослый парень с широкими плечами, молча обнял старика, и в этом жесте было признание, которое не купишь ни за какие деньги. Но покой длился недолго. Уже через полчаса на территорию базы въехали 3 машины полиции и скорая. Весть о кровавой бане на мосту долетела до райцентра быстрее, чем колонна доехала до базы. Началось то, чего Степан Аркадьевич опасался больше всего. Война бумажная. Капитан полиции, человек с усталым и недоверчивым лицом, сразу же отвел Гордеева в сторону. «Степан Аркадьевич, верно?» – начал он, открывая планшет. «Нам поступила информация, что на перевале произошел конфликт с применением оружия. 2 внедорожника в кювете, 1 уничтожен на мосту. 3 погибших, включая некоего Хребтова, известного в криминальных кругах. И все свидетели указывают на вас. Вы понимаете тяжесть ситуации?» Гордеев сидел в теплом вагончике охраны, прижимая к груди кружку с горячим чаем, который он так и не отпил. Он чувствовал, как тепло начинает пробираться под кожу, вызывая противную, ноющую боль в старых ранах. «Конфликт был», — ответил он ровно. «Они перекрыли дорогу, вымогали деньги, стреляли по машинам. Я защищал груз и людей. В условиях гололеда машину занесло. Инерция, знаете ли. Я пытался избежать столкновения, но на таком склоне это было невозможно». «Занесло?» Капитан скептически поднял бровь. «Эксперты говорят, что джип на мосту был буквально стерт боковым ударом прицепа. Такое не случается само по себе. Это маневр высшего пилотажа. Откуда у обычного водителя такие навыки?» Степан Аркадьевич посмотрел капитану прямо в глаза. В этом взгляде была вся тяжесть дорог Эфиопии, весь холод северных зимников и вся горечь жизни человека, который всегда был на передовой, пока другие сидели в теплых кабинетах. «Я 30 лет вожу тягачи, гражданин начальник. Всякое бывало. Учился у жизни, а навыки, когда в тебя стреляют, навыки приходят сами собой. Вы лучше спросите своих людей, почему эта банда полгода грабила водителей на этом участке, и никто пальцем не пошевелил». Капитан отвел взгляд. Он знал, что старик прав. Группировка Хребта была костью в горле у местного управления, но взять их с поличным не удавалось. Они работали чисто, не оставляя свидетелей. А тут старый дальнобойщик просто переехал их, как назойливых насекомых. Следственные действия затянулись на всю ночь. Гордеева допрашивали трижды, пытаясь поймать на противоречиях. Следователи изучали каждый сантиметр его Вольво, замеряли глубину пробоин от пуль.
анализировали траекторию заноса на мосту. Они не могли поверить, что один человек на неповоротливом грузовике смог совершить такое. Для них это была аномалия, нарушение всех инструкций и правил. Они видели в Степане не героя, а опасный прецедент. Человека, который взял правосудие в свои руки, не дожидаясь помощи государства. Вы понимаете, что за уничтожение имущества и причинение смерти, пусть даже преступникам, вам грозит срок? Давил на него молодой следователь из приехавшей группы усиления. Это превышение пределов необходимой обороны. Вы могли остановиться, могли вызвать полицию. Остановиться? Степан Аркадьевич впервые за ночь горько усмехнулся. Если бы я остановился, вы бы сейчас описывали 18 трупов и разграбленную колонну. Вы бы искали нас в кюветах до самой весны. А полицию вызвать? В этих горах связи нет даже у Бога, не то что у водителя. Самое поразительное началось, когда стали опрашивать других водителей колонны. Саня, обычно болтливый и веселый, стал серьезным и немногословным. «Мы ничего не видели», — твердил он следователям, глядя им прямо в лицо. «Была метель, дымка, ничего не разглядеть. Слышали выстрелы, испугались, потом увидели, что дорога свободна. Аркадьевич нас вывел. Как он это сделал, не знаем, наверное, повезло. Старая машина, лед, сами понимаете». Все 5 водителей как один повторяли эту версию. Никто не помнил прицепа хлыста, никто не видел осознанного тарана. Для системы это был тупик. Без показаний свидетелей дело против Гордеева начинало разваливаться, не успев начаться. Водительское братство, которое Степан считал почти исчезнувшим в эпоху новых рыночных отношений, вдруг проявило себя во всей своей суровой и молчаливой силе. К утру Степана Аркадьевича отпустили под подписку о невыезде. Он вышел из здания администрации базы, когда небо на востоке начало окрашиваться в нежно-розовый цвет. Мороз немного спал, но воздух все еще обжигал легкие. Он подошел к своей «Вольво». Машина стояла в стороне от терминала, окруженная сугробами. Она выглядела брошенной и одинокой. Степан положил руку на холодный, избитый пулями капот. «Ну вот и все, старик», – прошептал он. «Приехали». Он понимал, что этот рейс действительно был последним. После такого скандала ни одна страховая компания не разрешит ему сесть за руль, а автопарк, скорее всего, поспешит от него избавиться, чтобы не портить отношения с властями. Он чувствовал пустоту внутри. 30 лет дороги закончились здесь, на заснеженной базе, под пристальным взглядом полицейских камер. Но история Степана Аркадьевича только начиналась. Пока он сидел в вагончике, в интернете и по радио уже начали распространяться слухи о белом тягаче и железном деде. Люди, уставшие от безнаказанности дорожных банд, жадно ловили каждую подробность ночного боя. Для них Гордеев стал символом того, что справедливость еще существует, и что один человек, если у него крепкий характер и верная машина, может изменить все. Но сам Степан об этом не знал. Он просто хотел спать. Он закрыл глаза, и ему привиделось яркое солнце Эфиопии, пыль дорог и голос командира. «Скульптор ты, Степан». Он не знал, что через несколько дней его жизнь совершит еще один крутой поворот, что за него вступятся те, от кого он меньше всего этого ожидал, и что его старый тягач, который уже приговорили к списанию, еще сослужит свою службу. Система была готова его переживать, но она не учла, что Степан Аркадьевич сделан из того же металла, что и его «Вольво», закаленного льдом, временем и бесконечными дорогами, которые никогда не прощают слабости. Его борьба перешла из кабины грузовика в залы судебных заседаний, но он был готов и к этому. Ведь для человека, который прошел чертов хребет и выжил, больше нет ничего невозможного. Рассвет заливал базу ярким холодным светом, обещая новый день. День, который станет началом новой легенды о настоящем человеке, не предавшем себя и свою дорогу. Но какова будет цена этой легенды? Степану еще только предстояло узнать. 40 тонн ответственности все еще давили на его плечи,
и он не собирался их сбрасывать до самого конца. Перед тем, как мы продолжим финальную часть этой невероятной истории, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, из какого вы города. Это очень помогает каналу развиваться и находить новые истории о настоящих людях и их железной воле. Приятного просмотра! Следствие по делу о событиях на перевале Чертов Хребет длилось бесконечно долгие 5 месяцев. Для Степана Аркадьевича Гордеева это время стало более изматывающим, чем самый тяжелый рейс через всю страну. Его жизнь, десятилетиями подчинявшаяся ритму работающего дизеля и смене дорожных знаков, вдруг замерла в душных кабинетах и тесных залах судебных заседаний. Система, которую он защитил той морозной ночью, теперь методично и равнодушно пыталась его переживать. Следователи из областного центра, молодые люди в отглаженных рубашках, никогда не видевшие зимника и не знавшие, как пахнет смерть на 40-градусном морозе, смотрели на него как на опасный экспонат. Для них он не был героем, спасшим жизни. Он был субъектом, нарушившим стройную картину юридических норм. Они раскладывали его маневры на графики и формулы, пытаясь доказать, что старый водитель действовал с холодным умыслом, превратив свой тягач в орудие убийства. «Поймите, Гордеев», — твердил ему прокурор, постукивая ручкой по папке с экспертизами, «инерция прицепа — это физическая величина, но то, как вы ее использовали, говорит о профессиональной подготовке к уничтожению преграды. Вы не тормозили. Вы намеренно пустили 40 тонн стали в занос. Это не самооборона, это техническая ликвидация. Где вы этому научились? В Эфиопии? У нас есть данные о вашем прошлом. Вы специалист по экстремальному вождению в условиях боевых действий. Значит, вы знали, что делали». Степан Аркадьевич молчал. Он сидел на жестком стуле, глядя в окно, за которым весна медленно вступала в свои права, превращая грязный снег в мутные потоки. Он вспоминал Харар, вспоминал тесные ущелья, где каждый поворот руля был сделкой с Богом. Он не мог объяснить этим людям, что на дороге нет времени на раздумья, что там, на льду, есть только ты, твоя машина и инстинкт, который либо спасает всех, либо превращает все в прах. Он понимал, что его пытаются сделать крайним. Страховая компания выставила счет за разбитый Volvo, транспортное предприятие, опасаясь исков от родственников погибших бандитов, поспешило расторгнуть с ним контракт по состоянию здоровья. Гордеев остался 1 на 1 с правосудием, которое было холоднее любого северного ветра. Но система не учла одного фактора – того самого водительского братства, о котором в городах давно забыли, но которое на трассе остается единственной, незыблемой истиной. Пока Степан ходил на допросы, в рациях дальнобойщиков по всей стране, от Мурманска до Владивостока, гремела его история. Рассказ о Железном деде оброс легендарными подробностями, передаваясь из уст в уста на стоянках и в придорожных кафе. Водители понимали, если сегодня посадят Гордеева за то, что он не дал себя убить, завтра любой из них станет беззащитным перед беспределом на дороге. В день решающего судебного заседания у здания суда в небольшом северном городке произошло нечто небывалое. С раннего утра все подъезды к площади были заблокированы. Тяжелые фуры, тягачи с прицепами, старые КАМАЗы и сверкающие хромом иномарки выстроились в ровные ряды, заглушив моторы. Сотни водителей в потертых куртках и кепках стояли у входа в суд. Они не кричали лозунгов, не устраивали митингов. Они просто стояли молчаливой стеной, глядя на окна, за которыми решалась судьба их коллеги. Это была тихая, но сокрушительная сила, против которой у чиновников не было инструкций. Саня, тот самый молодой водитель из колонны, развернул на капоте своего грузовика плакат «Правда на стороне Гордеева. Дорога ошибок не прощает». Внутри зала заседаний атмосфера была наэлектризована до предела. Прокурор требовал для Степана 7 лет колонии, упирая на особую жестокость маневра и превышение пределов обороны. Но когда слово дали свидетелям, обвинение начало рассыпаться.
Все 18 человек, бывшие в ту ночь на трассе, один за другим выходили к трибуне. Они смотрели не на судью, а на Степана Аркадьевича, и каждый из них говорил одно и то же. «Мы были в темноте. Мы слышали выстрелы. Мы видели смерть. Если бы не этот человек, нас бы здесь не было». Даже приглашенный эксперт-автотехник, старый профессор с седыми усами, посмотрев на Гордеева, вдруг закрыл свою папку и сказал: «В условиях обледенелого моста и обстрела действия водителя были единственно возможными для сохранения устойчивости автопоезда. Любое другое движение привело бы к падению в пропасть всей колонны. Это не убийство, это чудо инженерной интуиции». Судья, пожилая женщина, чьи глаза за толстыми линзами очков внезапно потеплели, долго изучала материалы дела. В итоге вердикт прозвучал как гром среди ясного неба для обвинения. Действия Гордеева Степана Аркадьевича признать совершенными в состоянии крайней необходимости. Уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления. Когда Степан вышел на крыльцо суда, площадь взорвалась сотнями гудков. Огромные фуры ревели, приветствуя своего героя, и этот звук был мощнее любого оркестра. Степан Аркадьевич стоял, прикрыв глаза рукой, и впервые за полгода на его лице появилась слабая, едва заметная улыбка. Однако возвращение к нормальной жизни оказалось непростым. Гордеев был безработным, его «Вольво» стоял на задворках автопарка в ожидании утилизации. Руководство предприятия, хоть и формально поздравило его с победой, намекнуло, что такой шумный сотрудник им больше не нужен. Степан не стал спорить, он привык к ударам судьбы. Он собрал свои нехитрые пожитки и уже планировал уехать в свою деревню под Тюменью, чтобы доживать век в тишине. Но дорога, которой он отдал всю свою жизнь, приготовила ему последний сюрприз. Через неделю к его дому подъехал тот самый Саня на своем тягаче. Он молча протянул Степану запечатанный конверт. Внутри были документы на право собственности и ключи. «Что это?» – не понял Гордеев. «Это твоя «Вольво», Аркадьевич», – сказал Саня, отводя глаза. «Мы ее выкупили. Скинулись все, и наши мужики, и те, кто на трассе тебя знает. Даже из Эфиопии кто-то через соцсети деньги прислал. Ветераны те, африканские. Мы ее восстановили. Движок перебрали, раму вытянули, кабину покрасили. Она теперь как новая. Твоя она, по праву». Степан вышел за ворота и замер. У обочины стояла его верная спутница. Белый тягач с красной полосой сверкал свежей краской, а на двери кабины появилась небольшая, едва заметная надпись «Скульптор дорог». Гордеев подошел к машине, положил руку на холодный металл и почувствовал, как сердце отозвалось знакомым ритмом. Он понял, что его рейс еще не закончен. Не в смысле работы на дядю, а в смысле самой жизни. Прошло еще несколько лет. Степан Аркадьевич живет в своем доме, но его тягач не стоит без дела. Он создал небольшую школу для молодых водителей, где учат их не просто крутить баранку, а чувствовать машину, понимать физику движения и, главное, оставаться людьми в любой ситуации. Его часто приглашают на автопредприятия как консультанта, но он предпочитает проводить время в своем гараже. На стене у него висит та самая иконка из кабины и старая фотография из Эфиопии, где он, молодой и дерзкий, стоит на фоне пыльного грузовика. Иногда по ночам, когда налетает метель и ветер воет в трубе, Степан выходит на крыльцо. Он смотрит на свой «Вольво», стоящий под навесом, и вспоминает ту ночь на чертовом хребте. Он часто задает себе вопрос, имел ли он право рисковать всем ради того, чтобы остановить зло. И каждый раз ответ приходит сам собой, вместе с воспоминанием о благодарных глазах молодых парней, которых он довез до базы. Дорога – это не просто асфальт или лед. Это путь чести, где каждый твой маневр – это подпись под твоим именем. История Степана Гордеева стала легендой зимников. Говорят, что в особо морозные ночи на перевале можно увидеть свет одной одинокой фары, который помогает застрявшим водителям найти верный путь. Но Степан в легенды не верит. Он верит в инерцию, в массу и в то, что даже один человек может изменить законы физики,
если за его спиной правда. Он прожил свою жизнь так, как учил других. Никогда не отпускать руль, что бы ни происходило вокруг. И в этом была его высшая победа. Победа человека над обстоятельствами и над самой смертью. Он часто сидит в кабине своего тягача, просто чтобы почувствовать запах старой кожи и солярки. Для него это запах свободы. Он знает, что его трасса была трудной, извилистой и опасной, но он прошел ее до конца, не свернув на обочину и не струсив перед лицом опасности. Его «Вольво» — это не просто железо, это памятник всем тем, кто не вернулся из рейса, и напоминание всем живым о том, что значит быть настоящим водителем. Рассвет над Тюменью сегодня тихий и ясный. Степан Аркадьевич Гордеев выходит во двор, поправляет кепку и смотрит вдаль, где дорога уходит за горизонт. Он спокоен. Свою инерцию он направил в нужное русло, и теперь она несет его к тихому и достойному финалу, который он заслужил в том страшном февральском бою. Осколки в плече больше не ноют. Время лечит даже старые раны, если на душе покой. Его жизнь была похожа на долгий тяжелый подъем, но теперь он вышел на плато, где виден весь пройденный путь. И этот путь был пройден не зря. Напишите в комментариях одно слово. Прав или не прав был Степан Аркадьевич, решив не открывать двери и идти на таран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если эта история затронула ваше сердце. Напишите, из какого города вы нас смотрите. Нам очень важно знать географию наших зрителей. Это помогает нам развиваться и рассказывать новые истории о людях с железным характером. До новых встреч на дорогах нашей памяти. Берегите себя и своих близких.